Действительно так. Выходит, события, одновременные для одних людей, могут быть не одновременными для других. Совершенно верно. Вы все поняли? Нет, я ничего не понял. Это бред какой-то. Простите, нет у вас желающих в шашки? В шашки есть. Вот у нас мастер смекалки. Ага. Нет, обождите. Это надо осмыслить. Допустим, свет зажегся здесь, в конце вагона. Для того, чтобы достичь передней стенки, луч должен пройти путь, равный длине вагона. С нашей точки зрения. Ну да, с точки зрения людей, находящихся внутри вагона. А для начальника станции, скажем, передняя стенка уходит от света. И чтобы достичь ее, луч должен проделать больший путь. Я верно говорю? Верно. Значит, с нашей точки зрения, свет прошел один путь, а с позиции начальника станции другой. Я ничего не путаю? Нет. Все, что вы говорите, совершенно верно. Но рассуждая таким образом, мы же приходим к полной чепухе. Например? Пожалуйста. Скорость света одинакова? Одинаково. А пути разные? Разные. Ну а как же можно в одинаковое время и с одинаковой скоростью пройти неодинаковое расстояние? Вот именно. Как? Вот вам и трагедия. У нас есть единственный выход. Признать, что время в поезде и на платформе течет по-разному. То есть вы хотите сказать, что с момента, когда зажегся свет, до того, как открылась передняя дверь вагона, по моим часам прошло одно время, а по часам начальника станции другое? Да, совершенно верно. Но ведь это же абсурд. Этого не может быть. И все-таки мир устроен именно так. В поезде время течет медленнее, чем там снаружи. Значит, пока я ехал в поезде, мои прекрасные часы системы «Вымпел» должны были, по-вашему, отстать? Они отстали. За сутки на миллионную долю секунды. И из-за этого весь разговор, ну какая же это разница? Миллионная доля секунды, это же ноль. Вот в том-то и дело. Мы движемся слишком медленно. А чтобы ваши часы заметно отстали, надо мчаться с невероятной скоростью, близкой к скорости света. А вы знаете, я это, кажется, понял. Конечно, каждый культурный человек должен это понять. А вы считаете, что до сих пор я был некультурным? Но в этой области, извините меня, да. Ну вот видите, культура тоже понятие относительное. Правильно. Только к теории относительности это уже никакого отношения не имеет. Прошу вас. Спасибо. Стало быть, время относительно. Вот все, что мы можем узнать из этой знаменитой теории. Нет, не все. Начальник станции заметил бы еще одну странную вещь. С нарастанием скорости длина поезда стала бы уменьшаться. То есть как уменьшаться? Вот так. Поезд с его точки зрения стал бы короче. А мы бы тоже это заметили? Нет. Для нас длина поезда осталась бы прежней. Ну вот опять чертовщина какая-то. А какой он на самом деле? Вы же сами сказали, что это глупый вопрос. Я сказал, нелепый. Неважно, я не обиделась. Что сейчас на самом деле? Утро или вечер? Вечер. А у кубинцев утро. Ну и что? У нас зима, а в Новой Зеландии лето. От вас, товарищ, находится слева, а от меня справа. С нашей точки зрения длина поезда одна, а с точки зрения стрелочника другая. И все это на самом деле. Да, и все-таки это очень трудно охватить умом. Дедушкам наших прадедушек тоже было ужасно трудно. Они, например, тоже не могли охватить умом, что Земля — это шар. Ведь с точки зрения северян, в южном полушарии все ходят вот так, вверх ногами. А с точки зрения австралийцев, мы ходим вниз головой. Так где ж на самом деле вверх? Там. Очевидно, в каждой точке пространства есть собственный верх. Верно? Пожалуйста. Ну вот. А в каждой физической системе есть собственные размеры и свое время. А мы не замечаем этого, потому что движемся медленно, так? Так.
Ну, вот, допустим, наш поезд помчался с немыслимой скоростью. Что мы увидим тогда? Ничего особенного. С нашей точки зрения в вагоне бы ничего не изменилось. А что увидят дачники на платформе? Они не успеют ничего разглядеть. Верно. Но давайте представим себе, что у людей, которые проводили нас в это невероятное путешествие, есть фантастический телевизор. Он показывает мир в полном соответствии с формулами Эйнштейна. При скорости поезда в 280 тысяч километров в секунду все, что находится в нем, сократилось бы с точки зрения телезрителей в 3 раза. А наши часы шли бы в 3 раза медленнее их часов. Один день нашей жизни телезрители наблюдали бы целых 3 дня. Значит, у них прошло бы 3 дня, а у нас только день. У них 3 года, а у нас только год. Вы знаете, мне нравится такой повесть. Вы рано радуетесь. Да, нам еще далеко до такой скорости. Это верно, конечно, но сейчас я имела в виду другое. Дело в том, что вы могли бы и не садиться в этот поезд. С таким же успехом можно было остаться в Москве. Не понимаю, как же так? Очень просто. В вагоне ваши часы отстали от московских, верно? Ну вот. А в Москве они точно так же отстанут от наших вагонных часов. И каждый день вашей городской жизни мы наблюдали бы в поезде в течение целых 3 дней. У нас прошло бы 3 дня, а у вас только день. У нас 3 года, а у вас только год. У нас 30 лет, а у вас только 10. И так далее. Вы что-нибудь поняли? Ведь с этой сумасшедшей скоростью мчится поезд, а не Москва. А какая разница? Равномерное прямолинейное движение относительно. Мы удаляемся от Москвы, но ведь и Москва точно так же удаляется от нас. А законы природы везде одинаковы. Вы не согласны? Я на все согласен. Валяйте. Скоро выяснится, что мы вообще едем в другую сторону. Позвольте, но как же тогда говорят, что будущий космонавт вернется на Землю молодым, а встречать его будут бородатые внуки? Дело в том, что он не будет все время лететь равномерно и прямолинейно. Ему придется набирать и гасить скорость, испытывать ускорение, менять направление полета. А ускорение не относительно, оно абсолютно. Поэтому молодым останется тот, кто его испытает. Ну, в общем, все это красивая теория, не имеющая никакого практического значения. Вы не правы вдвойне. Во-первых, мы должны ясно представлять себе, как устроен мир. А во-вторых, впрочем, вот, посмотрите. О, синхрофазотрон. Это грандиозная вещь. Так вот, эту вещь инженеры рассчитывали и строили по формулам теории относительности. Частицы материи разгоняются здесь почти до скорости света. И все, что вам кажется просто игрой ума, происходит на самом деле. Меняется время и размеры частиц. И масса, о которой я вам не говорила, но которая тоже зависит от скорости. Так почему же вы рассердились, когда я сказал, что все в мире относительно? Да потому что это неверно. Все в мире подчинено абсолютным законам природы. И теория относительности отражает эти законы. Скажите, это случайно не вы? Нет, случайно не я. А можно мне попросить у вас эту страничку? Пожалуйста. Нет, только с автографом. Пожалуйста. Чай пить будете? Будем. Чай принесли, да? Вы, кажется, хотели рассказать что-то о теории относительности. Что же это такое?